Постараюсь иногда вставлять вот такую вот болтовню в реальном времени. Сейчас уже июль. В ближайшее время нужно нарисовать 2 портрета на заказ, которые мне прилетели. Забавно, что я всегда пишу: "Закажите, пожалуйста, фанарты. Фанарты — это класс". Но каждый раз у меня заказывают либо себя, либо своих близких, и мне приходится мучиться, потеть в 3 ручья, буквально, блин. Стараться, чтобы вышло похоже, чтобы вышло как лучше. Но я все равно, конечно, благодарна за поддержку. Возможно, когда-нибудь у меня появится идеальный заказчик, который заплатит мне денег и попросит нарисовать, что мне хочется. Я уже слышала о таких историях, так что это вполне возможно. И в перерывах между рисованием хочу заняться полимерной глиной, поделать всякие сережки, брошки, подвески там всякие. Правда, сейчас у меня толком нет никакой фурнитуры. Я заказала все на Алиэкспрессе, и, скорее всего, придется ждать еще месяца 2. Так что я решила пока что работать с тем, что есть. Обидно, конечно, что до карантина не закупилась цветами. Сейчас у меня есть только белый, красный, какой-то синий-фиолетовый и розовый и синий с эффектом стекла. Не знаю, что из этого получится сделать, но попытаюсь, по крайней мере. Вот.
Мне нравится делать украшения. Штуки из полимерки я делала еще в школе, но об этом, возможно, расскажу как-нибудь в следующий раз. А сейчас могу сказать, что это очень хорошая смена деятельности, где я могу расслабиться, отдохнуть и при этом сделать что-нибудь полезное. Какую-то часть из этой партии я, скорее всего, выложу на продажу. Я была бы очень рада, если это все зайдет, потому что, опять же, мне нравится делать всякие побрякушки, мне нравится носить то, что я делаю, но мне не нужна целая коробка с сережками и брошками. Фурнитуру с Алиэкспресса придется ждать еще, наверное, 2-3 недели, так что готовые штуки я покажу уже в следующем влоге. Пока я работала над заказами, у меня купили пару зинов и оригинал из серии с Пипом. И вот в такой вот одежке я пошла на почту. В последние дни было очень жарко. У нас дома нет кондиционера, поэтому я находилась при смерти и вообще не могла работать. Я не шутила, когда сказала, что потею в 3 ручья, когда рисую, и это при нормальной температуре. Так что здесь ни о каком рисовании и речи не могло быть. Так что я просто снимала и монтировала по чуть-чуть штуки для этого видео и решила достать и доделать кладин, которая у меня лежала уже больше месяца, наверное. И на этом пока что поставить точку до той поры, пока у меня кого-нибудь не купят, потому что у меня почти не осталось места, чтобы хранить их в нормальном состоянии, и, если сказать честно, отсутствие продаж меня нехило демотивирует. Но при этом мне приятно, что в последнее время стали чаще обращаться с заказами. Вот мне в понедельник надо будет сходить забрать парнишу. Там попросили сделать перерисовку и тату. Думаю, будет интересно. А потом решила доделать еще одну кладин, которая лежала прошитой в ожидании своего часа еще дольше, чем первая. И на этом, пожалуй, сделаю паузу до той поры, пока у меня кого-нибудь не купят. Как я уже говорила, я ждала еще одну посылку с Авито. Она шла очень долго, аж с Дальнего Востока, так что пришлось подождать. Но она того стоила из-за одного молодого человека, который здесь есть. Здесь всего 5 кукол, все они веряхи. И с учетом коробки и дорогой доставки они обошлись мне в 4500, то есть по 900 рублей на каждого, что очень-очень даже неплохо, учитывая тех, кто здесь есть. Так что не буду тянуть, давайте начнем процесс вскрытия.
Что это вообще? Туалетная бумага. Оригинально. Надо сказать, оригинально. Весьма оригинально. Господи. Или это бумажные полотенца, но, блин. Суть остается та же. Море бумаги. Почти что туалетный. Фух, вроде все. Опять же, подставки, которые мне не особо-то нужны. Еще есть. Нет, только 2 подставки, слава богу. Так, вот эта вот ситуация мне не нравится. Мне нужно все красиво показать. Так. Начнем. Здесь у нас туалетная бумага. Здесь у нас Хантер. Его мало не бывает. Все в хорошем состоянии. Можно сказать, витринного хранения. Тут разве что фмок немножко слез, но, как я уже говорила, мне это не важно. Это все пойдет на переделку и потом на продажу, скорее всего. Так что мне такие вещи не важны. Мне важно, чтобы не было пятен никаких на резине от фломастера всякого, который сложно вывести. И чтобы руки-ноги были на месте, и для пацанов обувь желательно, потому что их довольно мало, и отдельно практически невозможно найти какую-нибудь обувь. Вот, так что Хантер, потом Эшлин, вроде как, если я не ошибаюсь. Их, кстати, довольно часто можно на Авито встретить именно с этим. Видимо, довольно много выпускали именно в России. Мне нравится ее лицо. Оно вроде как не совсем стандартное, как у Raven или Apple. У нее вроде губы попухлее, и цвет кожи интересный. Им будет интересно поработать с ней. Идем дальше. Тоже, наверное, вставлю какие-нибудь кадры получше, чтобы можно было всех рассмотреть. Нет? Блин, я заспойлерила. Нет, нет, вы ничего не видели. Ничего не видели. Тут у нас Декстер, немножко расшатанный. Мальчишки у иверях обычно тугие. Здесь вот коленки разболтаны немного. Ну, вроде пятен никаких нет. Обувь на месте. И на том спасибо. Затем у нас еще одна дама с подстриженными волосами. Это вроде как Датчес, если я не ошибаюсь. Тут, видимо, самодельная кофта. Неплохие туфли. Можно будет использовать. Ее лицо все-таки напоминает базовое, но, возможно, есть какие-то различия. Посмотрим. У нее еще классные полупрозрачные очки. Мне нравится. Тоже можно будет использовать. Меня очень радует, когда что-то вот такое фабричное можно будет использовать для своих образов. Потому что большинство аксессуаров не очень подходит мне по вкусу. Что вот. И главный гость сегодняшней распаковки — это, Алистер. Очень мохнатый, волосы засаленные, но, опять же, мне это не важно абсолютно. Алистер, Для тех, кто не особо варится в этой всей кукольной вечеринке, я не знаю, как назвать. Для тех, кто не в курсе, в общем, насколько я помню, Алистера выпускали только дважды, если я правильно помню. Это отдельный
выпуск, как базовый, и в сете с Банни. И по какой-то причине его очень-очень сложно найти, в принципе. На Авито за все свое время лазания в поиске кукол я натыкалась в основном именно на сет, и там были куклы либо витринного хранения в очень хорошем состоянии, либо прям в коробке по каким-то баснословным ценам, и я уже на самом деле не надеялась его достать когда-либо, но очень повезло, что вовремя наткнулась на объявление, вовремя получилось ухватить, пока никто не разобрал. Вот, так что очень рада. За все свое время работы с куклами я с ним работала только один раз. Это была перерисовка на заказ, и на тот момент я еще, видимо, не могла оценить по достоинству мальчишек из Ever After, но теперь я все понимаю, все ценю, так что буду очень рада с ним поработать. И здесь еще остались аксессуары. Тут у нас сломанная немножко сумка. Надо будет вставить. Не знаю, буду я ее использовать или нет. У меня от прошлых закупок тоже оставались вот эти сумки, но они пластиковые, и я лучше сошью что-нибудь подобное. Так что вот. Это вроде как от Duchess ободочек. Бумажка. И это, скорее всего, от Эшли. Тоже ободок. И на этом все. Опять же, очень-очень рада, что получилось найти это объявление вовремя. Боже, благослови Авито. Да. Очень рада, что получилось еще и ухватить их за такую небольшую цену. Для мальчишек 900 рублей это прям очень хорошо. К тому же с доставкой, так что да. Очень-очень рада. Но на этом, я думаю, пока что остановлюсь с куклами. Сейчас разве что планирую закупиться Барби на Амазоне, потому что нужно купить бумагу для принтера. А она продается только в Штатах, поэтому, да, решила закупиться заодно. Не знаю, как оно пойдет. Я работала с Барби всего несколько раз, и очень проблематично было приспособиться к маленькому формату. Там очень часто нужно затачивать карандаши, чтобы все линии были максимально аккуратные. Так что не знаю, как оно пойдет, но я решила закупиться и так попробовать хотя бы. Вот. А с такими вот куклами, думаю, пока что все. До той поры, пока не раскупят всех тех, которых я сделала за этот год. Надеюсь, вам понравилось смотреть эту распаковку. В ближайшее время я жду свой заказ из Jackson's Art. Там, в принципе, найдется пару интересных штучек. И, собственно, вот эту посылку из Америки. Правда, она, скорее всего, придет ко мне только в августе, так что придется подождать. И я не уверена, что буду показывать все вот в таком вот формате. Но, скорее всего, хоть как-то поделюсь тем, что я там назаказала. Недавно я забрала подарок на день рождения от подруги. Стоило один раз упомянуть, что мне хочется иметь цветные тени, и вот вам, пожалуйста. Я не очень люблю всякие сложные образы с кучей переходов. Мне просто хочется делать себе цветную заливку время от времени, и эта палетка идеально для этого подходит. Если вдруг ты это смотришь, спасибо тебе большое.
Время от времени я хотела бы делиться какими-то личными мыслями. Если вам такое не интересно, можете просто включить музыку на фоне и смотреть на картинку. Хочу я это делать по двум причинам. Во-первых, я не хочу надоедать своим друзьям и знакомым. Когда-то давно один человек сказал мне, что я слишком много ною, хотя я думала, что мы друзья делятся как плохим, так и хорошим. И, в принципе, и сейчас так думаю, но, видимо, какой-то осадок остался. А потом уже другой человек, наоборот, сказал, что я могу обращаться когда угодно, и в итоге, когда мне было максимально хреново, его рядом не оказалось, и эти слова сделали только хуже. К тому же часто так бывает, что когда мне плохо, я сама не знаю, что человек может мне такого сказать, чтобы мне стало легче. А так я высказываюсь всем и одновременно никому, если в этом есть какой-то смысл, и нет никакого давления, негласной обязанности как-то мне ответить, поддержать, проявить эмпатию, вот это вот все. Здесь все добровольно. Вы можете выслушать меня, если хотите, можете поделиться своим опытом, если хотите, поддержать, если хотите. Все добровольно. Ну и вторая причина — это то, что я просто хотела поделиться своим опытом и узнать, как у других людей с этим обстоят дела, потому что мой круг общения довольно маленький, и не со всеми я достаточно близка, чтобы задавать какие-то личные вопросы. Тема сегодняшнего дня — это общение. В последнее время я заметила, что мне, оказывается, очень сложно воспринимать себя в первую очередь как человека, как личность со своими интересами, а не как машину по производству картинок. Как мне кажется, это из-за того, что я очень много времени провожу дома и редко общаюсь с реальными людьми. Получается, что 90% времени я сижу дома в интернетах или работаю над куклами или картинками. И на самом деле, когда я путешествую или просто езжу в Питер или Москву на маркеты и встречаюсь с друзьями, я чувствую себя живее всех живых. Если говорить об общении онлайн, то довольно часто, особенно сейчас, бывает так, что мне хочется общаться, но нечего сказать, потому что ничего нового не происходит, новых тем для обсуждения не появляется, а общаться все равно хочется. Очень странное ощущение на самом деле. Еще мне иногда кажется, что со мной что-то не так, что я какая-то корявая, не умею общаться, что людям со мной скучно и неинтересно, потому что я не самый болтливый человек на Земле. Тоже забавный факт, что достаточно было одной шутливой фразы, хотя я до сих пор не уверена, что это была шутка, чтобы я потом годами сомневалась в себе. И даже когда я могу привести конкретные примеры того, что все со мной в порядке, что мне просто нужны правильные люди, эти все сомнения все равно рано или поздно возвращаются. При этом я очень рада, что у меня есть друзья и знакомые, с которыми я могу пообщаться, к кому можно обратиться, если что. Это уже огромный прогресс по сравнению со старшей школой, к примеру. А так я все еще пытаюсь понять, что такое дружба, как строятся отношения, пытаюсь вдолбить себя в голову, что общение — это дело двух сторон, и ни я, ни кто-либо дорогой не обязан тащить все на себе. Но из этого следует довольно грустная мысль о том, что кому-то я нужна не так сильно, как мне бы того хотелось. Но я думаю, с этим надо просто постараться смириться и идти дальше. Дайте знать, как у вас с этим обстоят дела, есть ли у вас друзья, чувствуете ли вы дефицит общения, всякое такое. А на этом я с вами попрощаюсь. Увидимся в следующем влоге.